Друзья, всем привет! Сегодня 1 января, и команда Mellow Taste поздравляет вас с наступившим Новым годом. Я Мэри Грин, и это веганская среда в кулинарном шоу Mellow Taste. Меня в последнее время очень притягивает итальянская кухня, поэтому сегодня мы приготовим очень необычное свекольное ризотто со освежающим салатиком из фенхеля, огурца и укропа. Какую кухню мира вы любите больше всего? Может быть, гвинейскую? Ну, мало ли. Напишите нам об этом в комментариях, а мы начинаем. В переводе с итальянского ризотто означает «маленький рис», что и является основой нашего блюда. Но давайте разберемся, как же выбрать правильный рис. Он может быть нескольких сортов, но самый подходящий для нашего блюда – арборио. Он содержит в себе чуть больше крахмала, чем обычный, но это то, что нам нужно. Некачественный рис для ризотто либо не впитает в себя вкус бульона, либо разварится в хлам. Выбирая сорт арборио, смотрите на то, чтобы рис был белого цвета. Рисинки одинаковой формы и размера. Проверяйте отсутствие сколов и обратите внимание на срок годности. Чем моложе рис, тем он полезнее. К басмати, кстати, это не относится. От долгого хранения он становится только вкуснее и ароматнее. Принцип ризотто в том, что рис должен впитать в себя вкус бульона, поэтому сейчас мы займемся его приготовлением. Мы будем использовать овощи с ярко выраженным вкусом – сельдерей, морковь и обычный белый репчатый лук. Вы можете варьировать овощи в зависимости от своих предпочтений или того, что есть в холодильнике. Но я рекомендую использовать именно такое сочетание. Наливаем 1,5 литра воды в кастрюлю. И сразу включаем плиту. Пока вода закипает, мы будем нарезать овощи. Стебли сельдерея режем так, чтобы они помещались в кастрюлю. Вообще нарезка для бульона не имеет большого значения. Самое главное, чтобы все овощи хорошенько выварились. Теперь морковь. Я тоже порежу крупно, чтобы кусочки по размеру не сильно отличались от сельдерея. В ресторанах вообще, например, бульон варят из остатков продуктов. Попка моркови, например, отлично подойдет. Белый лук. Разрезаем на 2 половинки. И не очищая от шелухи, добавляем в кастрюлю. Так будет вкуснее. Когда вода закипела, убавляем температуру плиты на минимум. И оставляем вариться бульон, пока будем готовить свеклу и рис. Теперь свекла. Чтобы не ходить потом с красными ладошками, я одену перчатки. Один большой корнеплод очищаем от кожуры. Молодая свекла всегда красится сильнее. Наша чуть лояльнее, потому что уже успела полежать с осеннего сбора урожая. Свеклу мы будем запекать в духовке, поэтому устанавливаем 200 градусов и оставляем нагреваться. Карамелизированная корочка придаст блюду сладости и усилит вкус. Я разрезаю свеклу пополам. Затем еще раз наполовину. И каждую из четвертинок нарезаю на дольки. Возьмем противень и пергаментную бумагу. Выкладываем дольки рядом друг с другом. Также ее можно сварить или взять глубокую тарелку, налить на половину воды, сложить туда дольки свеклы и отправить в микроволновку на 10 минут. Этот вариант хорош для тех, кто любит побыстрее и попроще. Лично у меня же страсть к запеченным овощам, особенно это божественная карамелизация. Я уже все выложила. Теперь осталось полить оливковым маслом. Я еще добавлю пару веточек тимьяна.
Благодаря оливковому маслу свекла лучше впитает в себя аромат специй. В заключение осталось посолить и поперчить. Отправляем свеклу в духовку на 25 минут. По истечению времени нужно будет проверить ее на мягкость. А сейчас мы расскажем немного подробнее о тимьяне. Внимание! Симфония специй! Тимьян, чебрец, вереск – миллионы названий одного и того же растения. Есть еще тимьян дагестанский, крымский, уральский, сибирский. Проблем с тем, чтобы найти его, точно не возникнет. В грузинских горах его хоть косой коси, своими глазами видела. Тимьян имеет пряный горьковатый привкус. Его еще можно назвать травка, которая везде. Он растет повсюду и добавляют его в любые блюда. Больше всего он усиливает вкус овощей, в особенности картофеля и капусты, а еще всех бобовых культур. Для успокоения нервов при бессоннице заваривайте себе чаек с чабрецом. Рецепт очень простой. Пару веточек чабреца залейте кипятком на 5 минут. Этим отваром также можно полоскать горло или лечить гайморит. И как же без интересного факта? Подержите-ка! В старину на Руси появился обычай в день Успения Пресвятой Богородицы украшать ее иконы букетиками тимьяна, за что растение получило еще одно название ко всем вышеперечисленным – богородская трава. Гостям с дороги предложите ризотто с тимьяном или чаек с чабрецом. Это успокаивает нервы и восстанавливает силы. Жизненная рекомендация. Или советы бабы Маши. Обращайтесь. Так, проверим свеклу. 25 минут для запекания может не хватить. Тогда просто достаньте противень и переверните дольки на другую сторону. Поставьте обратно в духовку до полной готовности. Запеченная свекла, кстати, очень вкусная. Рекомендую тем, кто никогда не пробовал. Именно в таком варианте приготовления я люблю ее больше всего. Кстати, вот вам классный рецепт свекольных чипсов под фильм. Нарезаем свеклу очень тонкими слайсами. Выкладываем точно так же на противень и добавляем пару зубчиков чеснока и лавровый лист. Запекать нужно на высокой температуре, пока дольки не станут хрустящими. И в итоге вы получите крутецкие чипсики. Чипсоны. Чипсоны. Это как вам больше нравится. Во время приготовления супа на Хэллоуин мы с вами использовали лук-шалот. Так вот, по вкусу он гораздо интереснее обычного белого лука и идеально подойдет для ризотто. Нарезаем лук на небольшие кубики и обжариваем в сковороде. Затем полстакана сухого риса высыпаем в сковороду. И обжариваем его еще немного, быстро помешивая. Обжаривание риса без бульона образует на нем корочку, чтобы он потом не разварился. В классическом рецепте ризотто с грибами или морепродуктами используют вино, но я решила исключить его из нашего рецепта. Оно может перебить нежный вкус овощей. А сейчас самое время добавить свеклу из духовки к рису. Кстати, друзья, ризотто можно готовить и на обычной воде, просто нужно сварить ее с любимыми специями. И не торопитесь во время кулинарного творчества. Получайте удовольствие от процесса, от каждого действия. У вас же не стоит очередь людей, заказавших ризотто. Вот блин! Да ладно, это просто наш оператор проголодался. Добавляем наши любимые пищевые дрожжи вместо пармезана, но это тоже по желанию. Чтобы небольшая сырная нотка в ризотто все же присутствовала. Также всю эту красоту солим, добавляем черный перец и свежий тимьян. Вливаем первую маленькую порцию бульона. Где-то 1 половник.
постоянно помешивая. И, кстати, все точные пропорции и ингредиенты вы сможете найти в описании. Весь принцип ризотто и его отличие от плова заключается в кремовой консистенции, которая достигается при постоянном добавлении бульона в небольших количествах и постоянном помешивании. Таким образом, рис впитывает в себя гораздо больше воды, чем при варке в кастрюле, и в результате мы получаем насыщенный вкус и кремовую консистенцию. Как только предыдущая порция воды выкипела, добавляем еще немного и снова помешиваем. Ждем, пока рис впитает в себя весь бульон. Да, на 20 минут вы прикованы к плите, потому что нужно постоянно следить за этим процессом. Готовность риса определяется очень просто. Как и во многих блюдах итальянской кухни, его нужно довести до состояния аль денте, когда при надкусывании он готов, мягок снаружи, но слегка еще твердоват внутри. Или просто посмотрите время приготовления на упаковке и отнимите 2-3 минуты. Ну вот, наше ризотто уже почти готово к подаче, на те самые 3 порции оператору. Но нужно дать ему настояться еще 5 минут под закрытой крышкой. Поэтому мы сейчас приготовим быстренький салат. Я люблю, когда к основному блюду подается что-то свежее и сочное. Салат включает в себя всего 5 ингредиентов. Это корень фенхеля, огурец, укроп, лук и лимон. Каждый из ингредиентов нужно будет нарезать тонкими ломтиками. Сперва фенхель. Разрезаем пополам. И нарезаем почти прозрачные слайсы. Точно так же поступаем с огурцом. В этом салате и правда, чем тоньше, тем вкуснее. Немного лука. Четвертинка или даже меньше, чтобы не перебить вкус остальных овощей. Следом нарезаем укроп. Напополам, затем складываем и мелко измельчаем. Высыпаем в салатницу. И теперь дело осталось за заправкой. Раскатаем лимон, чтобы выжать из него больше сока. Разрезаем напополам и выжимаем на овощи. Если поливать соком сквозь пальцы, то косточки будут оставаться в ладошке и не попадут на салат. Теперь оливковое масло, ну или то, которое вам больше нравится. Доводим вкус при помощи соли и перца. Розовая гималайская соль. Перемешаем. Люблю мешать салат деревянными ложками. И, наконец-то, можно презентовать наше кулинарное творчество. Берем красивую тарелку-шляпу. В центральную часть выкладываем уже хорошо настоявшееся ризотто. У него очень сочный и яркий цвет. Сверху я положу еще пару долек свеклы. Для сливочного вкуса добавлю кокосовое масло. И для красоты еще пару веточек тимьяна. Салат я рекомендую выкладывать на отдельную тарелку
или кушать поочередно, чтобы не смешивать горячее с холодным. Этот салат лучше всего выглядит, если выкладывать слайсы небольшой пирамидкой. Осталось только попробовать. Ставьте лайк за такое количество полезной информации и бейте в колокол, чтобы получать оповещения о новых видео. Сейчас моя порция остынет. Так, первое. Консистенция правильная. Пробуем. Ну что вам сказать? Нежный рис, насыщенный вкусом овощного бульона на фоне слегка освежающего тимьяна. И свекла. Когда она запеченная, в ней просыпается сладкий вкус карамели. Свекольное ризотто – это не классика. Это кибермодное блюдо – ризотто будущего. Теперь салатик. Его пробую вторым, так как главным героем нашего выпуска было все же ризотто. Это то, что надо. Свежесть овощей и легкая лимонная кислинка. Отличный баланс вкусов. Когда будете готовить по нашим рецептам, точные пропорции и ингредиенты сможете найти в описании. И вообще, там много всего интересного. Например, ссылки на посуду с нашей кухни и еще много чего. Спасибо, что досмотрели до конца этот рецепт. За это вам отдельный воздушный поцелуй. Увидимся в следующую среду. Пока-пока!